Привет, друзья! Сегодня на повестке снова громкие новости. Как вы знаете, в Вашингтоне прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и завершилась она не совсем так, как ожидали. После переговоров подписание важного соглашения было отложено, а отношения между лидерами стали более сдержанными. Одновременно меняется миграционная карта мира после депортации из Соединенных Штатов Америки. Внимание! Многие выходцы из Латинской Америки теперь рассматривают именно Европу как новый путь. В Гонконге ночью произошла серьезная авария с грузовым самолетом, но, к счастью, без жертв среди экипажа. В самой Германии тоже много событий. Канцлер Фридрих Мерц жестко высказался в адрес партии «Альтернатива для Германии» АДГ, а ведомство по защите населения выпустило обновленный кризисный справочник, где прямо сказано, что даже военные риски нельзя исключать. Добавлю к этому крупный сбой в системах Amazon и планы Берлина на закупку новых F-35. И становится ясно, день будет насыщенным. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные подробности Европы и мира последнего часа. Итак, в Вашингтоне вспыхнул дипломатический скандал. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу в овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским. Изначально разговор носил просто рабочий характер, обсуждались вопросы безопасности, военная помощь и политические гарантии. Но примерно через 40 минут ситуация обострилась, диалог перешел в публичную перепалку. Трамп по сообщениям средств массовой информации выразил недовольство позиции Зеленского, представил данные о положении дел и отметил, что Украине будет сложно удерживать поддержку без компромиссов. Зеленский в ответ заявил, что уступки по территориальным вопросам невозможны и подчеркнул, что не будет вести переговоры с лидером, которого считает ответственным за насилие. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс также принимал участие в резких репликах и в адрес украинского лидера. Этот инцидент привлек внимание мировых средств массовой информации. По мнению многих аналитиков, президент Соединенных Штатов Америки, по мнению наблюдателей, проявил жесткость в диалоге со своим визитером и тем самым ослабил дипломатическую инициативу. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Изгнанные из Соединенных Штатов Америки мигранты из Латинской Америки переосмысливают свой новый маршрут. Европа теперь может стать той новой целью. Долгое время Соединенные Штаты Америки депортировали граждан Венесуэлы и других стран, считая их нелегальными. Многие оказались в нейтральных государствах, но давление заставляет сейчас искать новый путь. По данным СМИ, лица, изгнанные из Соединенных Штатов Америки, уже покидают страны Центральной Америки и направляются в Карибский бассейн, а затем планируют пересечь Атлантику. Европа сейчас рассматривается ими как потенциальный новый пункт назначения. Для Дональда Трампа эти мигранты – нарушители закона, а кубинские власти считают их лицами, покинувшими страну без разрешения. Они оказались между двумя системами, и многие считают, что в Соединенных Штатах Америки им теперь сложно получить убежище. Ключевые страны Центральной Америки – Гватемала, Гондурас, Сальвадор – становятся перевалочными сейчас пунктами, и их жители все чаще пересекают границы, надеясь попасть сначала на Карибы, затем к побережью Европы. Сейчас эксперты изучают, насколько реалистичен европейский рейс, какие государства станут портами приписки для мигрантов и как Евросоюз реагирует на новый тренд. Новая миграционная цель, все-таки, как я сказал, это Европа, может стать испытанием как для самих мигрантов, так и для системы защиты и миграционной политики стран континента. И это только начало. Ночью в Гонконге в международном аэропорту произошло трагическое авиапроисшествие. При приземлении грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании, выполнявшей рейс из Дубая, самолет просто выкатился за пределы полосы и оказался в районе прибрежной зоны. По данным аэропорта, перед этим лайнер столкнулся с аэропортовым автомобилем, который находился на краю полосы. Экипаж 4 человека остались живы, они были спасены и вывезены на берег. Само судно в момент аварии раскололось, передняя часть над водой, задняя ушла под волну. Инцидент произошел около 3 часов 50 минут утра по местному времени. По предварительным данным, погодные условия были тогда нормальные, и экипаж не сообщал об отказах оборудования в полете. Рейс осуществлялся без груза. После аварии северная взлетно-посадочная полоса была закрыта, но другие полосы продолжали функционировать, и пассажирские рейсы крупных задержек не испытали. Сейчас правоохранительные органы и авиационные службы Гонконга начали тщательное расследование причин инцидента. Особое внимание будет уделено записи черных ящиков, анализу параметров посадки и движению на полосе перед аварией.
А дальше еще интереснее. Крупный технологический сбой парализовал сразу несколько сервисов компании Amazon. Проблема возникла в ее облачной системе веб-сервиса Amazon, который используется миллионами сайтов и приложений по всему миру. Из-за неполадок перестали работать стриминговый сервис Prime Video, голосовой помощник Alexa и платежная система Venmo. Пользователи сообщают, что не могут войти в свои аккаунты, сделать оплату или даже получить ответ от умных колонок. Сбой затронул один из ключевых дата-центров в регионе США, Восток-1. Именно там расположены основные серверы, обслуживающие крупные компании и онлайн-платформы. Когда система начала выдавать ошибки, многие сайты и приложения по цепочке перестали функционировать. Инженеры компании Amazon подтвердили масштабный инцидент и сообщили, что ведут восстановительные работы. Сейчас сервисы постепенно уже возвращаются к нормальному режиму, но перебои пока сохраняются. Эксперты называют этот случай одним из самых серьезных технологических сбоев за последнее время, когда облачная инфраструктура Amazon дает сбой, под угрозой оказывается работа огромной части интернета. Тем временем разворачивается новая интрига. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с эмоциональной речью на заседании руководства своей партии. Он назвал альтернативу для Германии АДГ главным противником консервативной партии ХДС и предупредил: их протянутая рука сотрудничества не предложение, а угроза разрушения. Мерц подчеркнул, что альтернатива для Германии АДГ хочет другое государство и стремится разрушить ХДС, Христианский демократический союз. Он заявил, цитата: «Рука, которую они протягивают, это рука, стремящаяся ослабить нас». По его словам, между партией Мерца и альтернативой для Германии лежат не просто различия в каких-то деталях, а фундаментальные политические разногласия, идеологии, которые нельзя игнорировать сегодня. Он ориентирует Христианский демократический союз ХДС на четкую публичную дистанцию от альтернативы для Германии и намекает: любые идеи сотрудничества просто недопустимы. Мерц в том числе обратился к своему коалиционному партнеру, призвал разделить ответственность за консолидацию демократических ценностей и усилия против правого влияния. В своей речи канцлер также выделил, что партия намерена оставаться ведущей политической силой на ключевых выборах в землях Германии, где альтернатива для Германии растет в популярности, тогда как некоторая часть членов ХДС, Христианско-демократического союза, ранее выступала за ослабление Брандмауэра, то есть стены, символический барьер между ними и альтернативой для Германии. Мерц отверг такую стратегию. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии Федеральное ведомство по защите населения внесло серьезные корректировки в свой новый кризисный справочник. Речь зашла о том, что даже крупные кризисы уже не кажутся невозможными. В обновленной версии справочника впервые появилась тема возможных кризисных ситуаций. Не как абстрактная какая-то угроза, а как сценарий наряду с природными катаклизмами, киберинцидентами и диверсиями. В тексте упоминаются риски вооруженных инцидентов и даны практические рекомендации. Выбирать укрытие в глубине зданий, избегать окон и стеклянных фасадов, ориентироваться на правила две стены между собой и внешней стороной. Согласно Федеральному ведомству по защите населения, граждане должны рассматривать вариант иметь запас ресурсов от 3 до 10 дней: воду, еду, средства связи. Но средства массовой информации и общественность, взбудораженной формулировкой «война не исключена», некоторые трактуют это как предупреждение о возможных рисках в сфере безопасности. Однако эксперты и само ведомство подчеркивают, речь не о предсказании или панике, а о призыве к личной готовности в условиях нестабильности. Президент Федерального ведомства по защите населения Ральф Тислер отметил, что публикация обновленного справочника вызвана ростом запросов граждан. Люди хотят знать, как действовать в критических ситуациях. Новый справочник включает также разделы по дезинформации, психологическое напряжение, защиту в экстремальных условиях и устойчивость к кризисам. Федеральное ведомство по защите населения не делает своих прогнозов, но отмечает, цитата: «Мы живем в мире, где нельзя исключать неожиданных ситуаций», и призывает: пусть вас не удивляет подготовка, она может спасти жизни. Следующая новость усиливает ощущение перемен в общей картине происходящего. Сеть супермаркетов Тегут из Германии готовится к крупным переменам. Компания планирует продать около 50 своих магазинов, чтобы остановить убытки и вернуть бизнес к устойчивой работе. Тегут принадлежит швейцарской корпоративной группе Миркос Цюрих, которая владеет более чем 300 магазинами по всей Германии, в Гессене, Баварии и Тюрингии,
Однако значительная часть филиалов, как сообщается, работает с убытками. Глава группы Micros Патрик Пертик заявил, что Teglut получает последний шанс. До конца 2026 года сеть должна выйти на прибыль, иначе ее будущее окажется под вопросом. Руководство рассматривает два пути: продажу или закрытие убыточных магазинов. Некоторые филиалы уже прекратили работу, другие ищут новых владельцев. Основные причины кризиса – это высокая конкуренция, рост цен на энергию и аренду, а также изменение покупательских привычек. Teglut известен ставкой на биопродукты и местных поставщиков, но именно эта стратегия теперь стала слишком затратной. Эксперты считают, что такое решение Teglut – это сигнал всему немецкому ритейлу. Старые модели торговли больше не работают, и даже крупным игрокам приходится бороться за выживание. А вот следующая новость способна удивить. Большинство стран Европейского Союза одобрили план по поэтапному отказу от российского газа до конца 2027 года. Это решение принято на фоне продолжающегося кризиса в Украине и стремления Европейского Союза снизить зависимость от российских энергетических ресурсов. В рамках этого плана предполагается постепенное сокращение импорта российского газа с целью полного прекращения его закупок к 2027 году. План был поддержан большинством стран-членов Европейского Союза, однако некоторые государства выразили обеспокоенность по поводу возможных экономических последствий и энергетической безопасности. В ответ на это Еврокомиссия предложила меры поддержки для стран, которые могут столкнуться с трудностями в процессе перехода. Это решение отражает стремление всего Европейского Союза укрепить свою энергетическую независимость и поддержать Украину в условиях продолжающегося конфликта. Ожидается, что поэтапный отказ от российского газа будет способствовать диверсификации источников энергии и ускорению перехода к более устойчивым и экологически чистым энергетическим решениям. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах по закупке еще дополнительных 15 истребителей F-35A от американского производителя. Эти самолеты пятого поколения должны заменить устаревшие модели «Торнадо» и усилить обороноспособность страны в рамках НАТО. Ожидается, что на эту покупку будет выделено дополнительно около 2,5 миллиарда евро. В настоящее время Германия уже заказала 35 штук F-35, первые из которых поступят в ВВС в 2027 году. Однако, по словам Бориса Писториуса, для выполнения обязательств перед НАТО и обеспечения надежной защиты страны требуется больше таких самолетов. В частности, они необходимы для выполнения задач стратегического сдерживания в рамках соответствующих обязательств НАТО. В дополнение к F-35 Германия также заказала 20 истребителей Eurofighter для замены устаревших торнадо. Однако, несмотря на эти шаги, остаются вопросы о способности Германии самостоятельно обеспечить свою оборону без зависимости от Соединенных Штатов Америки. В частности, F-35 требует постоянного обновления программного обеспечения от американского производителя, что и ограничивает их использование без согласия Соединенных Штатов Америки. Несмотря на значительные инвестиции в модернизацию вооруженных сил, Германия сталкивается с вызовами в обеспечении полной независимости своей обороны. Но это лишь вершина айсберга происходящего. В немецком районе Бад-Дюркхайм возник политический резонанс. Местная партия «Альтернатива для Германии» АДГ предложила присвоить Дональду Трампу почетное гражданство. Инициатива обосновывалась его якобы успешной ролью в регулировании конфликта между Израилем и Газом, а также тем, что его предки родом из местечка Кальштадт, расположенного в том же районе. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» АДГ в местном собрании Томас Штефан заявил, что Трамп, по их словам, способствовал освобождению нескольких граждан Израиля и Германии, что, по его мнению, делает его достойным этой чести. Однако решение еще предстоит обсудить на заседании районного совета 29 октября. Местные власти уже выразили свое сомнение. Глава района Ханс Ульрих Иленфельд отметил, что не ожидает поддержки этой инициативы большинством депутатов. Мэр Кальштадта Томас Яворек подчеркнул, что местные органы власти не должны поддаваться давлению партии с более высоким уровнем. Примечательно, что еще в 2017 году уже предпринимались такие попытки сделать Трампа почетным гражданином Кальштадта,
но она не увенчалась успехом. В этом году канцлер Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон пригласил Трампа посетить Германию и в частности Бад-Дюркхайм. Вопрос о присвоении Дональду Трампу почетного гражданства остается на сегодняшний день открытым и вызывает широкий общественный резонанс. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.